и добрались до самого большого магазина Дубая, торгового центра. Этот гигантский торговый центр называется Дубай Молл. Он находится рядом с Бурдж-Халифой и фонтанами. Мы в нем поначалу даже заблудились. В этом молле больше 1000 магазинов, 150 ресторанов и есть даже гостиница для шопоголиков. Некоторые покупатели передвигаются по моллу на электромобилях. Здесь такой огромный магазин. Но зачем им такой огромный гардероб, если они носят только белое и черное? Еще в этом молле очень много разных развлечений. Кинотеатры, детские площадки, каток. А еще огромный аквариум. Это самый большой аквариум. Он высотой в 3 этажа. И там плавают всякие разные рыбы. Там даже есть акула. Вот она, полосатенькая такая. Прикольно. Серединки сейчас. Красивая? Вот поплыла. О, а вот самая еще меньше. Смотрите, наверху звезды. Напротив аквариума галерея сладостей. Тут много всего. Запахи просто сводят с ума. Мы зашли в магазин конфет и сладостей. Посмотрите, какая! Детей отсюда за уши не оттащить. Здесь полно шоколада. На любой вкус и цвет. В том числе с верблюжьим молоком. Его выпускают на фабрике шейха. Такой шоколад пользуется у туристов ажиотажным спросом. Один умный человек по имени Петр посоветовал нам купить таких шоколадных верблюдов при вылете в аэропорту. Тем более, что цена на товар везде одинаковая. В магазине сладостей можно посмотреть, как готовят леденцы и мармелад. Все это продают в развес. Кстати, курс местной валюты, дирхам, фиксированный. Он не меняется десятилетиями. 3,65 за доллар. Это знаменитый водопад, визитная карточка Дубай Молла. На самом деле водопадов целых 2. Они находятся рядом. Невероятно красивое зрелище. Ну а мы шагаем дальше. Ой. Наткнулись вот на такой тематический ресторан. Внутри настоящие джунгли и механические животные, но цены кусаются. Кстати, здесь очень большой выбор одежды. Черная, черная и, конечно же, черная. А вот аппарата по продаже золота в Дубай-молле больше нет. А мы так мечтали прикупить себе пару золотых слитков. Эх! В Дубае катастрофически мало зелени. Оно им понятно, ведь содержание живых деревьев влетает в копеечку. Говорят, что уход за каждым кустиком ежегодно обходится властям Эмирата как минимум в $3000. Мы перенеслись из 21 века в 19 век.
Теперь эти постройки считаются памятником архитектуры. Улочки здесь выглядят такими же, как и 2 века назад. А знаете, почему здесь натянуты такие тряпки? Это от жары, чтобы днем не так жарко было. Над домами возвышаются ветряные башни. Раньше их использовали как кондиционер для охлаждения жилища. В Эмиратах важно помнить, что выходные приходятся на пятницу и субботу, чтобы не попасть в просак. Мы сначала гуляли по улочкам в одиночестве, а потом народу конкретно прибавилось. И здесь много местных. В пятницу вообще все либо закрыто, либо открывается совсем поздно. А еще это дни, когда население Дубая массово ездит развлекаться и устраивает шопинг. Именно в такой день мы и оказались в старом городе. Нет, а вот это смотри. Да, разные. Внутри старого города находится крепость Аль-Фахиди. Этот форт тоже своего рода арт-объект. Мы, правда, были уже вечером, и в некоторых закоулках хоть глаз выколи, ни черта не видно. Мы сейчас идем по древним улочкам. Раньше так все выглядело. Мы нашли узкий проход. Сейчас будем освещать. Ого! Ничего себе, здесь прямо узко. Вот так вот раньше жили бедуины. В шатрах изодранных ночуют. Готовили на огне. Вон там разжигали костер и ночевали. Из старого города открывается потрясающий вид на бухту Крик. Некоторые принимают ее за речку. Бухта разделяет старый город и современный. Самая дешевая экскурсия в Дубае – катание на лодке в бухте Крик. Стоит всего 2 дирхама. Мы решили прокатиться на лодке, которая называется Абра. Но из-за того, что сегодня выходной день, нам придется постоять в очереди. Впрочем, поездка с одного берега на другой заняла всего 2 минуты. Так, Тимур, аккуратно, перешагивай. Давайте вперед идем, вперед садитесь, да, вон там. Там меньше укачивать будет. Нам раздали жилеты. Для чего? Потому что мы вон там. Мальвин, тоже? Брызгает волны. Они брызгаются. Ну как ваши ощущения? Классно. Интересно плыть? Сколько мы плыли? Минуту? О, так быстро приплыли.
Сойдя на сушу, мы отправились изучать местные рынки. На традиционный базар это мало похоже. Скорее, такие торговые ряды, где продают и электронику, и одежду, и еду. В общем, все, что только можно себе представить. Торгуют всем этим добром выходцы из Средней Азии. Контингент соответствующий. При этом какого-то дискомфорта или ощущения опасности в этой толпе не чувствуется. Все достаточно доброжелательные и в меру навязчивые. В силу местных традиций в Эмиратах довольно строго с поведением в общественных местах. Хотя в последние годы много послаблений. Однако влюбленным по-прежнему запрещено проявлять свои эмоции на улице. Мужчинам ходить с голым торсом, а женщинам надевать слишком короткие юбки и носить глубокие декольте. Исключения действуют только в отелях и на пляжах. Нравится вам? К сожалению, за время отпуска мы так и не успели сходить на верблюжьи бега и посетить заповедник Фламинго. А пальмовый остров на поверку оказался красивым только издали. В реальности там особо нечего делать. А посмотреть можно разве что широко распиаренный отель «Атлантис» со всеми его развлечениями. Ну что, куда вы шагаете? Здесь Венеция. Ну, я надеюсь, туда увидим. Ну, в принципе. Из безусловных плюсов Дубая – море, пляжи и вообще климат. Когда в России зима, там тепло. Инфраструктура Эмирата, в общем, тоже на высоте. Хотя еще есть к чему стремиться. С безопасностью все вроде тоже в порядке. Главный же минус Дубая – это высокие цены. В целом город выглядит немного искусственным, богатым, но холодным. Во всяком случае, его высотная часть. В старом городе как раз другая атмосфера, там душевно. Мы гуляем по улочкам старого города. В целом поездка в Дубай мне понравилась. Было очень интересно. Напоследок, перед вылетом домой, мы купили сувениров с открыточными видами Дубая и национальные сладости финики, которых в Эмиратах превеликое множество. И вяленые, и сушеные, а также в виде сиропа. А теперь небольшой комментарий от моей сестры Мальвины. Да, очень понравились финики. Они вкусные и сладкие. Бывают финики в орехах, а бывают финики в караба. Еще мне понравился худой салат. Его давай готовить каждый день. В общем, финики – это, пожалуй, единственный фрукт, который Арабские Эмираты самостоятельно выращивают. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. I